Современная гипотеза смоделированной Вселенной впервые была выдвинута шведским философом Ником Бостромом в 2003 году. Его аргументы строятся на том, что при наличии высоких технологий чувства и переживания, испытываемые моделируемым сознанием, будут эквивалентны биологическому человеческому сознанию. Поэтому разумно предположить, что люди, возможно, не оригинальный биологический вид, а моделируемые разумные конструкты, не подозревающие об искусственной природе реальности. Причем задолго до Бострома подобные идеи были изложены в аллегории Платоновской пещеры, написанной в Древней Греции в IV веке до нашей эры. Эта же мысль нашла отражение в даосском шедевре «Сон бабочки», принадлежащем китайскому философу Джуан Цзы и жившем примерно в ту же эпоху. Так же, как и пещера Платона, история о бабочке в даосизме служит метафорой для определения иллюзии реальности. Аспект ложного представления о существующем мире характерен для индуизма и буддизма. Он выражен в таком сложном философском понятии, как майя. Этот особый вид энергии скрывает истинную природу вещей и представляет собой нечто вроде иллюзии или ментальной псевдореальности. Интересно, что древнеиндийский трактат Упанишады с описанием иллюзии майя еще старше. Его относят к периоду VIII века до нашей эры. Однако гипотеза симуляции давно вышла за пределы философских суждений, а вопрос об объективности реальности в последнее время не просто вызывает любопытство у физиков, но и воспринимается довольно серьезно. И хотя большинство ученых приверженцы материализма, в их рядах есть те, кто не исключает, что наша реальность является искусственно созданной ментальной конструкцией. Более того, результаты новейших исследований в квантовой механике позволяют сделать определенные выводы, указывающие на то, что Вселенная со всеми ее галактиками, звездами и планетами может являться запрограммированной компьютерной симуляцией. Физические законы, управляющие процессами во Вселенной, представляют собой алгоритмы, а сама наша реальность генерируется программами мощной вычислительной системы. В предыдущих выпусках мы уже рассказывали о современных научных теориях, где такие категории, как пространство-время, гравитация и, вероятно, сама материя вполне могут обладать не фундаментальными свойствами, а эмерджентными, то есть возникающими по мере роста энтропии. Одна из таких теорий, базирующаяся на голографическом принципе, принадлежит выдающемуся физику Эрику Верлинде. Согласно теории, все биты информации, описывающие реальность, могут быть закодированы в самой структуре пространства-времени. Теория гравитации Верлинде подчиняется второму закону термодинамики, а также опирается на теорию струн, теорию черных дыр и квантовую теорию информации. Кроме того, в конце 2022 года профессор информационной физики Портсмутского университета Мелвин Вобсон предложил рассматривать информацию как еще одну форму материи, фундаментальный строительный блок Вселенной, и даже опубликовал протокол эксперимента, позволяющего проверить гипотезу симуляции. В научном сообществе работа Вобсона стала резонансной. Статья вызвала горячие дискуссии и замешательства, а также традиционный скепсис. Тем не менее, недавняя научная разработка информационной физики «Принцип эквивалентности массы, энергии и информации», вытекающий в свою очередь из принципа Рольфа Ландауэра, действительно не исключает возможности искусственно смоделированной Вселенной. Поскольку, согласно этому многократно доказанному принципу, информация является физической величиной, а бит информации обладает массой, хотя и микроскопической. В своем недавнем исследовании, опубликованном в октябре этого года, доктор Вобсон представил следствие нового закона, названного вторым законом инфодинамики, который открывает эффективные инструменты для научных изысканий на стыке физики и информации. И что самое любопытное, этот закон, по-видимому, способен подтвердить гипотезу симуляции. Его название является аналогией со вторым законом термодинамики, описывающим эволюцию физической энтропии изолированной системы, увеличивающейся со временем, либо остающейся постоянной. Для справки, энтропия, выражаясь максимально простым языком, функция беспорядка в системе, мера ее хаотической составляющей, некий самопроизвольный процесс, который стремится рассеять энергию в окружающую среду. В любом случае, когда энтропию сравнивают с хаосом, это недалеко от истины.
В основе закона инфодинамики лежит та же концепция энтропии, меры беспорядка, которая возрастает со временем в изолированной системе. Но в отличие от второго закона термодинамики, энтропия систем, содержащих информационные состояния, должна оставаться постоянной или уменьшаться с течением времени. То есть среднее количество информации, передаваемой событием, должно стремиться к минимальному значению. В статье Вобсон описывает применение этого закона не только к цифровой информации, но и к атомной физике, генетике, математическим симметриям и космологии, а также приводит научные доказательства, которые, по-видимому, подтверждают гипотезу об искусственной реальности, так как физическое поведение информации во Вселенной схоже с процессом компьютерного удаления или сжатия кода. Исследование Мелвина Вобсона показывает, что второй закон информационной динамики является космологической необходимостью. Так как физическая энтропия постоянно расширяющейся Вселенной стремится к максимуму, то информационная энтропия снижается, чтобы уравновесить это увеличение. Основным следствием второго закона инфодинамики является минимизация информационного содержания, связанного с любым событием или процессом во Вселенной. Такое функционирование точно отображает алгоритмы, используемые в программировании и компьютерных кодах, и, по сути, является признаком оптимизации информации или эффективного сжатия данных. Этот информационный баланс необходим для работы сверхсложного устройства Вселенной, снижения вычислительной мощности и хранения огромного количества данных для запуска симуляций. Причем, согласно предположению Мелвина Вобсона, загадочная темная материя, на которой приходится около четверти всего вещества в космосе, и есть информационное содержание Вселенной, результат информационных процессов, происходящих в ее симуляции. Эта форма материи не взаимодействует с электромагнитным полем и поэтому недоступна для прямого наблюдения. Проявляется она только как гравитационное воздействие на окружающие галактики, аномально увеличивая скорость вращения их внешних областей. Генетические мутации также следуют закону Вобсона и управляются информационной энтропией. Второй закон инфодинамики указывает на то, что изменения нуклеотидов ДНК или РНК, которые могут происходить во время копирования или деления клеток, не просто случайные события, как предполагает эволюционная теория Дарвина, а закономерность. Причина изменений в последовательности нуклеотидов, минимизация информационной энтропии генома и упорядочивание системы. Идеальный тест системы для получения таких выводов стал геном вируса SARS-CoV-2, который 4 года назад привел к пандемии COVID-19. РНК этого вируса подвергался множественным мутациям за короткий промежуток времени, поэтому исследователи вычислили его информационную энтропию, которая однозначно стремилась к минимуму. В добавление к этому открытию, новый закон раскрывает одну из величайших загадок природы – почему во Вселенной доминирует симметрия, а не наоборот. Исследование Вобсона математически продемонстрировало, что объекты с высокой симметрией соответствуют наименьшей информационной энтропии. Причем симметрия – это не просто математическое понятие. Она выходит за рамки дисциплин, объединяя математику, химию, биологию и физику. Присутствует на всех масштабах, выполняя важную функцию в структуре и поведении вещества во Вселенной. Новый закон информационной динамики также радикально меняет представление об атомной физике. Он объясняет феноменальное поведение электронов, которые заполняют электронные орбитали в атомах в порядке возрастания энергии, действуя согласно правилу Хунда. Это правило было сформулировано немецким физиком Фридрихом Хундом в 1925 году на основе опытных наблюдений, однако без четкого обоснования, почему именно электроны занимают орбитали таким образом. Как выяснилось, такое расположение необходимо для минимизирования информационной энтропии. Другими словами, содержание информации в битах на электрон должно быть минимальным. Итак, второй закон инфодинамики может кардинально изменить научные взгляды о ряде явлений и их механизмах и имеет огромное значение для всех отраслей науки – космологии, физики, математики, информационных систем, а также генетических исследований и эволюционной биологии. Он универсально применим к любой системе, содержащей информационные состояния, включая биологические системы и цифровые данные. Этот новый закон физики не только доказывает, что информация действительно физическая, но и позволяет прогнозировать появление генетических мутаций в живых организмах, поведение электронов в атомах и эволюцию процессов, происходящих в космосе.
Возвращаясь к теме гипотезы симуляции, стоит процитировать автора статьи Мелвина Вобсона. Физическая реальность в основе своей состоит из битов информации, из которых складывается наше восприятие пространства-времени. Вселенная представляется моделируемой конструкцией, а распространение информации в ней – фундаментальный принцип, регулирующий информационное содержание с помощью оптимизации. И что еще немаловажно, следствие нового закона Вобсона изменило статус гипотезы симуляции с интригующего философского предположения о виртуальном мире на научную теорию. Осталось только проверить эту теорию экспериментально, хотя следует помнить и о том, что этические последствия полученных результатов могут оказаться не совсем приятными для понимания нашего места в реальности. Дорогие друзья, важная новость! Вышла в печать наша книга, которая может разъяснить сложнейшие концепции квантовой механики даже для тех, кто прогуливал уроки физики в школе. Благодаря простому изложению и множеству цветных иллюстраций вы сможете вникнуть в суть квантовых явлений без специальных знаний. В книге доступно описаны такие удивительные феномены, как корпускулярно-волновой дуализм, суперпозиция, квантовая запутанность и другие загадочные вещи. А еще вы узнаете, как странные квантовые эффекты могут быть связаны с работой мозга и сознания, и как с помощью этих эффектов разрабатываются квантовые компьютеры, искусственный интеллект и нейросети. Книга содержит актуальную информацию о новейших открытиях и исследованиях авторитетных ученых, которые поднимают фундаментальные вопросы о происхождении жизни и устройстве Вселенной. Есть и смелые научные теории, в которых ставится под сомнение само существование физической реальности. Это может перевернуть ваше представление о действительности. Заказать книгу можно на всех маркетплейсах и в книжном интернет-магазине «Галактика». Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите нас лайком и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Этот проект существует исключительно на ваши донаты. Для помощи проекту вы также можете пожертвовать любую комфортную для вас сумму, нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из наших видео. Приглашаем вас поделиться своим мнением в комментариях под этим роликом, а также заходите в наши социальные медиа.